Урам-па-па-пам-па-пам. Доброе утро, гильдия. Начался ивент, который мы так ждали, который можно будет проходить в кооперативе. Диск усиления. Продлится он от 24 вплоть до, по-моему, да, вплоть до 3 января. Так что времени у нас завались. Условия участия, ребят, от 20 ранга и выше. То есть поучаствовать смогут все. Ну да приступим. Короче, полностью будем проходить. Я не буду разбивать это на видосы. Лучше тайм-коды оставлю. Как по мне, это проще. И к заданию. Думаю, для тех, кто первый диск усиления застал, ничего новенького не будет. Единственное, возможно, там будут другие плюшки. А для тех, кто первый раз это будет проходить, вся суть ивента заключается в том, что мы будем бегать по локациям, мочить там монстрикулусов, собирать кристаллики. Как они там называются, я уже сейчас не вспомню. И эти кристаллики после вставляем в этот диск. С помощью этого диска будем бустить всю пачку свою в подземелье. Также будет еще подземелье новое доступно. Временно. Слушай, этот Хусейн... Да, Хусейн, я даже помню. Даже с места не сдвинулся. В прошлый раз здесь и был. Ой, у него головка, бубо. Кстати, ребят, всем спасибо, кто вчера на стрим забежал. Диан, тебе отдельное засушники. Ну-ка-ся, что он нам нынче расскажет? Здравствуй, не тебе не хворать, но наконец-то прибыл кто-то подходящий. Я надеюсь, и опять кашляет. Приболел чувак, походу. Так, теперь я могу забыть о тревогах по поводу нехватки данных. Мне так долго пришлось ждать, но приходили то старики, то дети. Это просто никуда не годится. Так, а ты кто? Что ты затеял? Мы его знаем, значит, что ты затеял. Такой, да ладно, что похож на безумного ученого, который похищает прохожих, чтобы использовать их для опытов. Откуда этот осторожный тон? Это же мы познакомились с Нарита, помнишь? Он еще и Нарита был? Вообще, походу, чувак повсюду лазит. Так, ладно. Может, ты и правда меня забыл? Ладно, позволь мне представиться снова. Я Хусейни, ученый из Академии Сумеру. После множества испытаний я наконец добрался до Иназумы, чтобы провести исследование. Слушайте, это не он был, когда... Там молотильщик здоровый такой был, бессмертный. Это с ним все связано, это усиливаются и все бессмертные. На этих островах действует слишком много ограничений на исследования. Конечно, я ушел не с пустыми руками, но учитывая все те неприятности, через которые мне пришлось пройти, я должен сказать, что в конечном итоге это не совсем того стоило. Бедняжка. Поскольку средств на исследование оставалось мало, мне пришлось отправиться назад в Сумеру через Лиюэ. Я понадеялся, что смогу спасти ситуацию во время своего путешествия. Блин, я скоро тоже буду седой. И тогда я подумал, почему бы не вернуться к теме диска усиления, ведь Академия уже признала мои успехи на этом поприще. Ты еще не закончил. Не знаю, помнишь ли ты эту историю? Да помню, как будто вчера была. Это ценный древний артефакт, который может дать пользователю силу вездесущих артерий. Исследование все еще находится на начальной стадии, и мой прошлый отчет о нем можно считать лишь кратким обзором. Предстоит еще много работы, чтобы полностью понять принципы действия и возможности диска усиления. Там мы все поняли уже с первого раза. Я набираю добровольцев, которые использовали бы диск усиления, чтобы получить новые данные для исследования. Угу. Я не какой-то подозрительный тип, не думай. Путешественник, может быть, ты согласишься стать моим добровольцем и помочь испытать диск усиления. Он еще удивляется, почему к нему старики шли. Кому терять, нефиг те и шли. Тогда позволь мне выразить благодарность за твою готовность идти на жертвы ради обретения мудрости. Про жертву ничего не говорили. Я передам диск усиления в твое распоряжение. Не могли бы вы провести небольшую разминку? Давай, короче, погнали уже к делу, я читать запарился. Спасибо. Так, у нас 3 акта. Кстати, я, если не забуду, оставлю еще ссылку на описание этого подземелья. Здесь вы можете посмотреть, какие будут противники. А подземка будет наподобие кубов. Кубы были раньше.
Вряд ли кто-то сейчас помнит. Ну, короче, будет 3 этапа. В каждом этапе будут различные противники. И нам нужно сначала будет отправиться на зону поиска на 3 штуки. И сегодня нам уже, кстати, должны были открыть подземелье. Ну это когда мы завершим задание, откроется вот это подземелье. И вот здесь мы уже можем юзать, короче, этот диск. Бустить свою пачку. Играть будете своими персонажами, а не как в предыдущем. Поэтому, если будут сложности, его можно проходить в коопе. Ну, да поехали уже. Посмотрим, что тут. Что тут, куда там? Зачем там? Чики-пунь. Они мелкого убрали от этого каменистого чувака. Это из-за ивента или его вообще убрали? Вот. Согласно полученной информации, во многих зонах поиска, где были скрыты фрагменты плода Ирминсула, вот как эта фигня называется, находятся камни мутации. Короче, вот эти вот красные камешки, они бустят вражину нашу. То есть их можно победить и даже не ломая эти камни, но советуют нам разработчики сломать сначала эти камни. И на каждой локации их может от одного и более находиться. Так что не проглядите. После накидываем лещей мобам. И да, и все, забираем награду, мы красавчики. Нападай! Проще всего ломать двуручником, либо джуном, к примеру. Он вообще все ломает. Фаталити! Тадынч. Тадынч. Ты еще живой. О, самое офигенное, с них еще и лут падает. Вот это, конечно, вообще респект, разрабы. Ненавижу, когда проходишь, блин, убиваешь мобов, с них лут нет. А как качаться тогда? Пенч. Так, наведите порядок в 3 лагерях к западу от постоялого двора Воншу. Окей, Google. Ща. Все сделаем. Да-да-дам. Да-да-дам. О, а мобы местные будут? Где-то здоровяк был? Нет, убрали тоже. Короче, перестроили локации в плане противников. А камни на тех же местах. Кстати, слушай, эту локацию тогда использовали. По-моему, здесь было 3 камня. Бенч, 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 бенч. Так, 1 сломали без палева. Идите, сидите, я сам открою. Чкинь. Так, все. На них вот этого тумана нет, значит, мы все камни уничтожили. Бенч, бенч. Да ё-моё. Ну, пока очень все просто. Посмотрим, что будет в подземелье. Икс. Следующий. Угу. На гору лезть. А мне неохота. Во, кстати, сейчас покажу, где сундук есть. Сундук скрытый, он дается, короче, за убийство мобов. Здесь, короче, так вот побегали, появляется жиробасина. Вот это вот ухлое создание каменное. Мочите его, и появляется сундук. Да-да-да-да. Так что у деда все нормально с памятью. Я это проходил, наверное, год назад. Так, в лагере есть камни мутации. Окей, Google. На цыпочках. Раз, два. Я пока 2 камня вижу. Господа, мы спалились. Не подходи. Ты какой, а? На тебе. И на хода, на хода. Не, слушай, все-таки лучше ломать камни, а потом уже атаковать. Они прям дико бронявые. То есть это обычного хирлика не снес. А теперь налетай.
Бейдоу c6 и Б на c6. Это просто аннигиляция всего. Где-то кто-то еще остался. Ага. Если далеко, товарищ. Был. Это уже третий лагерь, да, по-моему? Все. Возвращаемся к бродяге и Сумеру. Наконец-то я запомнил, как континент называться будет. Тякс. Чики-тынь, чики-тынь, чики-тынь. Че это мы? Так, круче будет лететь. Кто Сяо ждет? Татуированный. Кто кого? Здорово, Седой. Не ссы. Так, вы вернулись и без единой царапины. Конечно, твоя сила и впрямь великан, тебе да, не страшно доверить диск усиления. Давай его сюда уже, пошли в подземку. Так что сначала повыкни с ним, а уж потом берись за проверки. Нет, мы сразу пойдем. О, а что все кристаллы сразу... А, они изначально доступны? Заодно сейчас поговорим про движущую силу. То есть есть лимит по установке кристаллов. Каждая характеристика прописана вот тут, получается, где танец поединка, танец мечей. Все зависит, получается, от того кристалла, какой вы ставите. Это ставится в центр, по-моему, и вот в эти круги. Так. Танец поединка. Когда персонаж попадает по врагу, появляется ударная волна, которая наносит истинный урон по площади. Если у персонажа максимум хп, то урон волны будет выше. Эффект может возникать для всего отряда один раз в 5 секунд. Ну, то есть прям хорошая такая штука. Активно только в подземельях экипировать. Еще могу. Нет, да, он только в центре ставится и все. Потом раздробленные идут частицы. Претендент. Вихрь. Кристаллы. А вот эти уже идут по стихийно. То есть вы будете подбирать под свою пачку. Повышает уровень взрыва стихии всех членов отряда на 1. О, вот это мы, конечно, возьмем. Вот здесь, кстати, можно несколько вставлять. А раньше давали вот эти кристаллы за прохождение того, что мы сейчас делали. Поднимает элементальный осколок, созданный реакцией кристалл. На 10 секунд получает 30% бонус элементального урона. Шикардос. Короче, сейчас все повтыкаем. А, я же не на основе сейчас. Все, у меня движущаяся сила на нуле. Она вот здесь, не знаю, там под вебкой видно, нет. Получается, нажимаем на плюсик. Выбираем помощь друзей. И здесь нам надо брать персонажей с максимальным уровнем. То есть, чем больше уровень, тем лучше. То есть, максималка у нас сейчас 90, вот их и выбираем. Можно до 3 персов брать. Вот, да, плюс 1000 еще движущей силы. Сохранить комбинацию. И... ничего не поменялось. Вот у меня и так была максималочка. Движущаяся сила отряда 1250 из 1250. То есть, если у вас персонаж не вкачанный, то вы можете сделать вот как я сейчас сделал. У меня они вкачаны, и поэтому мне не добавилось нифига. То есть, у меня и так было на максималку, как оказывается. Но если у вас нет персонажа на 90-х уровнях, то да, лучше воспользоваться помощью друзей. Помощь другу уже была предоставлена, текущая дополнительная движущая сила. Достигла максимума, нельзя получить больше. Ай, жадины говядины. А это у меня уже выбранное. Ну все, в принципе, мы все потратили. Можно вот в режим совместный. Кстати, вот надо уточнить по поводу совместного режима. Диск усиления для кооператива настраивается отдельно. И будет действовать только тот диск, в чей мир вы подключаетесь. То есть, если вы идете к другу, это и нужно ему именно настраивать. То есть, его можно тоже заранее настроить и потом использовать. Он сохраняется. Но мы пойдем в коопе.
Так, все настроили, мы красавчики. Как у тебя дела? Понятно ли, как пользоваться диском? Конечно. Погнали, открой подземку. Пожалуйста. Так, ну это уж наверняка, знаешь, я бы поверил, если бы мне это сказал кто-то другой, но про тебя я практически уверен, что все пройдет хорошо. Конечно. Везде, где есть камни истока, все пройдет хорошо. Так, чтобы забирать награды, нам нужно будет получать очки. Очки мы будем получать за настройку подземелья, там будет фильтрация. То есть мы можем сложность варьировать, как хотим. Функции мобов, то есть усиливать их, делать слабее. И чем сложнее мы сделаем подземку, тем больше очков мы в сумме и получим. В принципе, можно посчитать. Самые яростные из вас, я думаю, напишут в комментариях, сколько нужно в среднем в день получать очков, чтобы забрать максимальное количество наград. В принципе, до 9000 добить, а дальше уже такое себе идет. То есть книжки опыта еще забрать, это хорошо. Корон не будет, по-моему, в этом ивенте. И плюс за каждое прохождение первого дня, когда будет открываться этап, нам будет по 60 камней, то есть 180 в сумме. Ну, в плане наград не жирненько. Тут больше поприкалываться с друзьями, если честно. То есть в этом плане подземка офигительна. Потому что можно сложность выставить такую, что потом там аж прикуриваешь. Ну да, поехали. Но обычно это где-то в среднем 3-500, там меньше 4000 примерно нам нужно было настраивать подземку. Чтобы все награды забрать. Здесь не знаю. А по максималке там можно чуть ли не до 7000, по-моему, разгонять. Обманчивое подземелье, море блуждающих душ. И сразу вот эти какахи мелкие, бесячие. Так, диск усиления можно и здесь настраивать сразу, но он у нас настроенный. Поэтому поехали. Такс. Excuse me. Сразу ставим, наверное, экспертус. Так, базовые очки сложности. Это 300 на легке. Ничего не меняется. По итогу так. Ну вот, это множитель. Ставим эксперт, все. Вот это полторушка будет, даже ничего не настраивая. Можно все потыкать, и получается, там будет прям ого-го. Но мы тестируем. Выберите лимит времени. Вот, кстати, тоже многие забывают. Если вы в этой строчке ничего не выбирать, у вас будет максимальное количество времени. Там вплоть до 20 минут, по-моему, или 18. То есть, если вы настраиваете, не успеваете, просто убираете галочку отсюда. И все. Времени у вас будет в вагон. И можете ковырять их до талого. Так, ХП противнику дополнительно увеличено на 25%, 100%, 200%. Вот так. 3000 уже очков. Ух ты ж. Прочность щита всех членов отряда снижена на 50. У меня сейчас геоперсов в пачке нет. Берем. Восстановление энергии. Ой, нет, это не будем. Количество призраков, которые могут одновременно присутствовать на поле боя, увеличено на 1. То есть здесь прям куча всякого-всякого. И они будут меняться в зависимости от этапа. Но если все набрать, здесь капец количество будет очков. Так что надо будет прикинуть, сколько нужно в среднем в день зарабатывать, чтобы и себя сильно не утруждать. Потому что, ну, тут если все выставить, там реально сложно будет. То есть бездна проще. Кстати, я ее закрыл. Похвастался. Все, поехали. Пинать вражину. Вдуф. Не, ну на основе я по-любому все по максималке попробую пройти. Та-та-та-та. Так как я буду со своей бандой в кооперативе всех там мутуськать. У меня вообще нет ограничения по времени. То есть если я его не ставлю, то его и нет. Раньше было, слушайте. Ну, капец живучие. Подрубаем на все бабки. Смотри, я же ему хп не... нет, я увеличил, да, на 25%? Или на 100%? Нет, Бенька захила. Чё этот бычара не мрет? А где он вообще? Вон.
А, тихо, 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 тихо. Не балуйся. Так, их будет 15. Я только 4 убил за это время, офигеть. И это я еще не настраивал нифига в плане сложности. Да блин, чего не успеваю ешку заюзать? Ай-яй-яй-яй, сяо-сяо-сяо. Минус сяо. Вот это я прощелкал, конечно. Не, слушай, они прям вообще дико живучие. У меня на Азии, конечно, среднячково персы вкачаны, но, блин. Они тут прям дикие. Мы просили посложнее, нам сделали посложнее. Не, слушай, ну тут по-любому надо будет ребятам в коопе помогать на основе. Надо отхиливать. А, бабулька ожила. Так, все, это, по-моему, последние остались. Так что, блин, я, наверное, тут первый раз буду прям настраивать диск. Прям грамотно. Что-то у них хп нереальное количество. А, и тут можно юзать, короче, хавку. То есть можно воскрешать персов. Что очень, я вам скажу, хорошо. А, это Анема. Ну когда вы откинетесь уже, слушайте. Говорит, это ивент, который мы заслужили. А они даже корону сюда не добавили в награды. Жлобяры. Так, все, остался Анема. Ну, я вам скажу, будьте аккуратнее, когда будете настраивать, потому что можно настроить и фиг пройдешь. А это я еще не делал лимит на время. А там, по-моему, чуть ли не за минуту можно проходить. По-моему, 6 там, 8. Честно, сейчас не вспомню. Ну, сам факт. Здесь прям можно поиграть. Это прям круто. Екс, что у нас тут? Так, вот 3000 набрал, забираю награды. То есть можно, если максималку выдавить, то есть, ну, примерно, наверное, 8000 можно будет получить. Либо 6000. Даже не 3 проходя. То есть я прям в легкую прошел 3, будет... ну все, получается, надо в районе 4000. 4000 и больше. Чтобы забрать прям все награды. Потому что будет 3 этапа, а максимальное количество очков, которое нам необходимо, это 12 000. Инч плюс камешки истока. Ай, красотища. Все. Когда у нас будет следующий этап? Угу. То есть через 2 дня. 26-го будет уже акт 2. Диск усиления послесловия. Это название ивента полностью. А как этап называется? Просто акт. Не заморачивались. Да. Мне на круточку хватит. О, мне на круточку хватит. На 2 круточки мне хватит даже. Раз. 2.
Последний раз я крутил оружейный баннер. И мне оттуда выпала пушка. Ну давай, Ита, иди сюда. Па-па-па-па. Не, это не Ита. Я думал, выпадет на Элька, типа, знаешь, эпический Ита. Ладно, Сянка тоже хорошо. Ну и трехзвездочная висячка. Это уже по стандарту. Ну откуда у меня эта привычка? Ладно, ребят. Спасибо за внимание. Надеюсь, хоть чем-нибудь помог. И следующий этап обязательно запишу. Уже будет через 2 дня, 26-го. Также с утречка, даже намного раньше. Всех обнял. И до встречки. Кто улыбнулся, тот молодец.